Всім привіт! Це літня Карина Чернявська та програма «Тримайтесь там». Всім липневий привіт! Кілька днів тому закінчився експеримент «Сірус-21», який проходив у Москві. Кілька людей протягом 8 місяців були ізольовані від зовнішнього світу та імітували політ на місяць. Вони не контактували з цивілізацією 8 місяців, адже вони, напевно, від новин очманіли. Так і уявляю, як до них надходять новини. Пожалуйста, перестань! Кумедно виходить, поки вони сиділи у закритому бункері, паралельно у бункері замкнувся і рашистський президент, поки вони мріяли про політ, Росія опинилася у прольоті від цивілізації. Вийшли із повної ізоляції та потрапили в реальну ізоляцію. Поки вони імітували подорож на місяць, росіяни імітують нормальне життя без виробництва, без зв'язку із зовнішнім світом, без друзів та правди. Тільки в Росії піди та здогадайся, що таке та правда. Сила, значит, правда не в силе, а как-то, или сила сила в правде. Вот поэтому в этой формуле заложено и призвание средств массовой информации. Сила в правде. И только так средства массовой информации могут завоевать доверие миллионов людей. Ну, а мы с вами давайте разбираться, что там у них и с ними происходит. Посмотрим, они полностью кукухой поехали или все-таки есть там проблески интеллекта? Рашисты по-прежнему продолжают бомбить Украину. А тем временем их Минобороны обвинила Украину в ударе по Белгороду ракетами .У. Цель киевского режима – нанесение ударов неуправляемым оружием по жилым кварталам городов. Так происходит уже не первый раз. По сообщению российских СМИ, в Белгороде услышали хлопки, а обломки одной из ракет упали на жилой дом. Конечно, хотелось бы понять, с какого момента взрывы и звуки рвущихся снарядов стали называть хлопками. Ведь от хлопков до аплодисментов один шаг. Ну а после вольных интерпретаций на российском телевидении хлопки могут перерасти в бурные овации. Бурные овации для спецоперации. Говорят, что документалисты уже готовят новое кино «Ночи в стиле буги». На дно в Брюгге, хлопки в Белгороде. Ведь с точки зрения российской пропаганды хлопки в Белгороде – это очередная мнимая победа российской армии. Даже несмотря на то, что по фото видно, что это обломки российских ракет ЗРК «Панцирь С-1», но Владимир Путин сказал: нет там никакого теракта, ни взрыва. Я же здесь был, я просто не знаю, но я знаю, что и мы много раз это говорили, показывали это, с беспилотников видно, когда размещают оружие, удары, комплексы РСЗО, артиллерию, тяжелую технику вообще, в жилых кварталах, еще где-то. Но просто так по полям у нас никто не стреляет и не бьет. Одеколоны не пьет, дела не шьет, в уши не срет. Никогда. Честная президентская. Но ведь тут такое творится. Куда же без главного специалиста по превентивным ударам? Александр Григорьевич мгновенно отреагировал и обвинил Украину в попытке нанести удар по военным объектам в Беларуси. Сейчас я вам покажу, как выглядят военные объекты Беларуси. Во-первых, это доблестный цирковой отряд специального назначения. Во-вторых, это деревянные танки, которые появились на границе с Украиной. Ну а в-третьих, сам усатый локатор Лукашенко
который всегда знает, откуда готовилось нападение, и который приказал взять под прицел столицы противников Минска. Но попытки точечных ударов случаются не только на границах. Так, по информации журналистов, бывший президент России Дмитрий Медведев пытался покончить с собой. Охранник якобы обнаружил Дмитрия Медведева в состоянии алкогольного опьянения и с оружием в руке. Ну что, сам или помочь? Я сам. Сообщается, что именно охранник уговорил бывшего российского президента отдать пистолет. А уборщица нашла 5 вариантов предсмертных записок, в которых Медведев написал, что ему надоело быть куклой. А в своей смерти он винит Путина, его ближайшее окружение. Кукла Маша, не плачь. Кукла Аня, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Кукла Таня, не плачь, не плачь, не плачь. Найти записки нам не удалось, но мы подобрали несколько песен, под которые Медведев мог бы уйти из жизни. Во-первых, под песни группы «Любэ». Там ведь песни про все, и про одиночество, и про поезда, и про коня, и про Аляску, про батяню комбата. Ну, есть из чего выбирать. А учитывая, что Дмитрий Анатольевич в последнее время слишком дружит с алкоголем, то подойдет песня «Давай за...», а она как бы патриотическая. Ну, как бы и тост. Далее классика Аллы Пугачевой «Озеро надежды». Конечно, тяжелее жить на свете, когда ты не пайщик одноименного кооператива. Тут куча. И AC/DC «Highway to Hell», и Лесоповал про «Был пацан и нет пацана». Выбор огромный. Но нет чего-то вот про любовь. А ведь причина желания уйти из жизни может крыться в том, что от Медведева ушла жена, нет? Вот во всяком случае об этом говорят в кулуарах российской политики. Поздравляю все российские семьи, тебя, Светлана, нашу семью, с этим праздником. Спасибо, и тебя поздравляю. А после попыток суицида, ухода жены, естественно, что человек пришел к Богу и ударился в библеистику. И вы знаете, я не удивлюсь, если завтра выяснится, что ваш муж тайно посещает синагогу. Что? Многие посты Медведева в Телеграме теперь заканчиваются цитатами из Библии. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы». Так метко про российский суд еще никто не высказывался. Ну, как говорится, от религии до эротики один шажочек. И вот вам, пожалуйста, эротический топ новостей за последние недели. В России импортозаместили иностранное порно. Вышел аналог клубнички, в главной роли пресс-алкаша МИДа Мария Захарова. Хорошо, что в России бананы не растут. Кстати, в Болгарии Марию Захарову считают безотказной, как автомат Калашникова, гибкой, как курс рубля, и валютной, как биржа. Ее колебания зависят от цены на нефть. А вот в подмосковном Чехове на детском празднике включили трек Little Big под названием «Suck My Dick». Молодец, Злата! Вот это да! С такими тетями очень непросто. А, Снежана! Наши аплодисменты. Давайте всем парком поаплодируем, ребята! Здорово! Снежана, я вас прошу подойти к нашим организаторам, обязательно записаться и получить. Итак, ну что, девчонки? Ну, как говорится, «Suck my dick», Снежана. Ой, лучше «Suck my dick», Мария. Мария безотказная. Мало кто знает, что на этом празднике звучали песни «Smack my bitch up», «Prodigy» и «Я готов целовать песок, по которому ты ходила». Извращение должно идти по нарастающей. Вот вы мне скажите, перегибаю, да? Ну, что я девочка, что нельзя на публику такие гадости говорить. Но ведь актриса должна нести светлое и доброе. Наверное, такое же, как российский театр. Я слышала, конечно, что дуло нужно смазывать, но чтобы так...
Еще в эротические новости должны были попасть фотографии Сергея Лаврова с саммита G20. Но там настолько неприлично, что дипломаты отказались фотографироваться с этим порногероем. И продолжая трэш-темы, 4 украинцев, освобожденных из российского плена, рассказали о пытках, которыми они подвергались. По их рассказам, приветствовать тюремных надзирателей надо было пионерским салютом. Их заставляли читать и пересказывать советские книги о пионерах-героях и биографии Сталина. Изучать и петь российский гимн, а также целый набор российских песен. «Мы русские, с нами Бог», «Дядя Вова, мы с тобой» и песни Газманова. Иногда приходилось петь до 6 часов подряд. Если кто-то плохо пел, избивали или заставляли приседать 150 раз. Это все ужасно. Я могу себе только представить, что пережили наши герои, украинские солдаты. Слава Украине, слава героям. Но меня, как украинку, радует, что россияне такими же методами пытают своих, которые попали не в плен, а в военный госпиталь. Вот вам, к примеру, видео певицы Зары, которая пытает раненых россиян. Нас ждет огонь смертельный, и все бессилен он. Сомнение прочь уходит в ночь отдельный, 10-й наш десантный батальон. Кстати, а вот Зара, разве она не объявила об уходе из России? Надо срочно переименовать певицу на что-то российское. Для вас поет швейная фабрика номер 16. Не знаю, как вы, а я вот задаюсь вопросом, когда российские военные попадут к нам в плен. Вот их чем? Вот как их пытать? Полагаю, чем-то им ненавистным, коллективно-западным. Ну, во-первых, пленным россиянам надо предоставить выбор. А выбор – это уже само по себе для них пытка. Во-вторых, выбор между капучино и фраппе. Это вам не выбор между омывайкой и боярышником. Тут тоже будет мучение. И все это под песни Элтона Джона и в тот момент, когда тебе не иголки под ногти загоняют, а маникюр делают. Для тех, у кого свой особый путь, нет ничего страшнее, чем пытка цивилизацией. Вы Homo sapiens? Не понял. Вы Homo sapiens? Нет, я русский. Кстати, про компьютерные игры. В Госдуме предложили внедрить образ Росгвардии в видеоигры для формирования имиджа спецслужбы и героизации ведомства. Мы попросили разобраться художественный университет явного креатива, сокращенно ХУЯК. И вот ХУЯК нам прислали список игр, в которые в будущем предстоит заложить сакральный смысл. Начало. Тетрис. Там вместо фигурок росгвардейцы в разных позах, и их нужно подогнать стык в стык, ну или внахлёст. Ну, это уже зависит от фантазии. Дальше волк ловит яйца. Здесь другой смысл. Росгвардеец ищет свои яйца. И если собрать 1000 яиц, то покажут мультик, как росгвардейцы отказываются от выполнения преступных приказов. Хотя говорят, что никакого мультика в конце не бывает. Супер Марио. Усатый росгвардеец, и мы все знаем, кто это. Подполковник бежит и бьется головой в стены и кирпичи, выбивая себе кредиты у полковника. Ныряет в трубы в надежде получить халявную нефть для белорусских НПЗ. И это все под грибами, ребята. Counter-Strike. Здесь для российских пользователей будет доступен только один вариант – играть за террористов, то есть за вооруженные силы Российской Федерации. Единственная в России разрешенная террористическая организация. В Mortal Kombat персонаж Шан Цунг, тот, который похищает души, будет переименован в Шойгунг. И к стандартным фаталити, бабалити, бруталити нужно добавить российские хуялити. Это когда сам себя и свою страну уничтожаешь. Еще и пугаешь этой остальных ядерной кнопочкой. Солнечному миру нет, ядерному взрыву да. Рамзану Кадырову вручили орден за заслуги перед стоматологией первой степени. Я думала, что этот орден выдумали специально для Рамзана Грозного, но оказалось, что есть такие награды. Награждение приурочили к открытию нового здания Грузнинской стоматологической поликлиники. Чиновники в России часто что-то торжественно открывают, и орден найдется для каждого. В Уфе чиновники, например, открыли подземный переход. И тут напрашивается орден за заслуги перед червями ротовой степени. В деревне
Ардатовке в Башкирии торжественно открыли остановку. Срочно вручить чиновнику орден по требованию, если хочешь, просто попроси. Чиновник мэрии Москвы открыл стрельбу в жилом районе? Ну, тут, конечно, хотелось бы вручить ордер на арест. Но это же Россия, а дело со справкой о неуравновешенности. Кстати, у Рамзана Кадырова было 32 ордена за заслуги перед стоматологией. Правда, ордена мудрости пришлось удалить, а еще 2 из орденов не настоящие, а такие цирконевые. Кстати, в интернете появился слух о том, что фракция «Единая Россия» внесла в Российскую Думу проект закона о гражданском знаке «Друг Путина». Владельцы такого отличительного знака имеют право на 3% скидку услуг ЖКХ, на спиртное в пятерочке. И если вас оштрафовали, скидка 3,5%. А для конкурентности знак будет 2 видов. Значок просто и значок с бантиком. Какой из них сильнее по магическим способностям, неизвестно. Но я бы обладателям их еще скидки предложила на свечки в церкви, на ритуальные услуги, естественно. Ну и, конечно же, в случае мобилизации места в первом ряду. Но даже если это фейк, я бы такой значок сделала, чтобы отличать, кто есть кто. Ведь друг Путина отлично выполняет такие команды, как «сидеть», «голос», «апорт» и «умри». Такая удача, такое веселье, если хазяїн з тобой. Ну і на сам кінець куплений литовцями Байрактар Ванагас вже в Україні. Пропагандисти його давно поховали ще до того, як його купили. Рашисти загалом заради червоного слівця готові прибрехати. Сказал то, Мы работаем каждый говорили. день на поле Да. битвы. Уже 1000 уничтоженных байрактаров. Будем считать это нашей Ой. мягкой силой? Мягкой. Или какой-то иной? І Байрактар Ванагас та Калінінградський транзит сильно чіпляє рашистську пропаганду. Вони вже обговорюють, як взяти Литву. А разговоры про конвой через территорию Литвы – это фактически начало операции по деблокаде по Сувалковскому коридору. Не более того, то есть проведением наступательной операции. Кстати, оперативная глубина небольшая, всего 60 километров. При хорошем темпе наступления это 3 дня наступления. И мы уже... Спершу Україну хотіли взяти за 3 дні, тепер Литву, і все це за ті самі 3 дні. Це ніби вони у «Вгадай мелодію» грають. Я візьму Литву за 7 днів, а я за 5, а я за 3. За 3? То беріть. Загалом, судячи з останньої російської риторики, вони можуть лише знищувати, вбивати, підривати, взяти та інші жахливі дієслова. Жодної новини про те, що щось збудували, щось зробили, щось створили чи відкрили, і ні слова про кохання. А кохання переможе. Українка Карина Чернявська з коханням із Литви до моєї України і назад. Дякую, що зі мною. Па-па.